Стройка. Обычный электромонтер. Помощник машиниста. Милиционером был, официантом, оперуполномоченным уголовного розыска. Менеджер по продажам. Водителем. Перевозки. Менеджер. В охране работал. Водитель. Земная медсестра Шатра. Начальником отдела продаж. Частный предприниматель, студентом. Электрик. ЧПшник. В магазине работал. Транспортировщик. В охране. Евроремонт там. Такси. Водитель троллейбуса. Учился на архитектора. Электрогазосварщиком. Шахтер. И токарем. Водителем. Дорожный строитель. Бандуристка. Ну, хлебушек пекли. Кинолог. Помощник машиниста. Садовник. Литейщик. До войны и сейчас шахтер. Водитель. Я дома пастух. Инженером. Начальник очистных сооружений. Водитель. Инкассатор. Монтер пути. Столеваром. Пенсионером ВД. Работал официантом. Первое, да. Это всякие деньги положено. То, что мы все ходим, это уже мы делаем. А это фиг. Помогать армии, не помогать – это личное решение каждого. Помогать или не помогать. Тут государство регулирует это налогом. Это обязанность государства – держать боеспособную армию. А в отношении к армейской службе испокон веков ведется. Женщины рожают детей, мужчины защищают свой дом, свою страну. И если он думает, если сейчас многие думают, что эта война далеко, он глубоко ошибается. Она очень близко. Мы тоже думали, что у нас Молдавия далеко, Грузия далеко, Абхазия далеко, Чечня, многострадальная, тоже это далеко. Это было намного, стало, честно говоря, намного нам ближе. Вот. И в любой момент в линию фронта от, допустим, того же Днепропетровской области отделяет каких-то гребаных 170 километров. Это марш роты танков, вообще-то для гусеничной техники своим ходом, это 8 часов. Это не так уж сейчас сложно. Вот. И в любой момент они у нас дома, и тогда уже поздно будет брать вилы, как многие говорят, автоматы, доставать, откапывать пушки. Это будет уже поздно. Надо давить в самом зародыше, чтобы это больше искоренить. И хочу, чтобы дети выросли с любовью к своей родине. У нас многие не идут защищать Украину, потому что не видят перспективы ее в жизни из-за плохого, низкого уровня жизни, то есть всех их нюансов, трудностей жизни. Не любят ее. Когда мы ее сильно полюбим, ей станет легче, будет больше. Нас станет патриотов больше, жить станет краще. Потому что надо, чтобы была страна свободной. Без всяких вот их Путиных вот там и его прихлебателей. Ну, тут, конечно, пам'ять підводить, але тим не менше у фільмі «Сімферополь» поминалася фраза, коли предлагали фінансову допомогу американцям для Росії. Що відповіла снайперша? Вона сказала, що товариш, який поможе нам фінансово, це, звісно, хорошо, але брат, який стане рядом, це значительно лучше. Я не думаю, що воєнні на передовій сильно нуждаються в якій-либо фінансовій підтримці, а от численно, аби наш колектив був намного шире. Даже моральним духом підтримати, це, так сказати, великий плюс. От тоді легше тут. Як волонтери приїжджали, там письма дітей зі школи. Все, конечно, сядешь, прочитаешь, аж слеза накачивается. То, конечно, есть такое дело. Я думаю, что те, кто там в тылу, должны понимать, что мы не просто так тут стоим. Делаем свою функцию правильно, потому как, по-другому никак нельзя. То наша рідна ненька Украина. И командовать должны мы на этой земле. А когда человек сознательно идет, когда он патриот своей земли, ему проще, ему есть мотивация, есть... То есть я считаю, что человек должен прийти сознательно в армию, стать профессионалом. Для начала там может быть срочная служба,
А в дальнейшем уже делать выбор, то ли это контракт, то ли еще какая другая форма. И таких людей у нас достаточно. Очень много. Я знаю молодежь, которая очень патриотически настроена. Многие из них хотят стать военными. И, в общем-то, в наше время быть военным — это не самое и плохое занятие для того, чтобы обеспечить семью, заработать деньги, какие-то сделать карьеру. Здесь вообще на фронте карьера проще делается, потому что, в общем-то, по отношению к тыловым частям вакансии и офицерские есть, и командиров взводов для сержантов также. То есть вакансий много нормальных, можно сделать карьеру, если человек себя проявляет, почему бы и нет. Вполне нормальное занятие, достойное для мужчины, достойное для молодого человека. Я думаю, наша страна будет иметь хорошую армию, она уже лучше стала, она будет еще лучше. Ну, люди, к сожалению, некоторые могут смотреть Russian TV, там, где рассказывают совершенно другую точку зрения и, так сказать, промывают мозги людям. То есть по-народному зомби-ТВ. Прошу вас не слушать это зомби-ТВ, а просто аргументировать свою точку зрения на каких-то фактах определенных, а не просто смотреть где-то или на Ютубе, или там еще какие-то там пророссийские ролики. То есть, ну, приедьте сюда, посмотрите, что здесь творится, как здесь творится. Вот Россия говорит, что мы каратели, хунта, там, едим младенцев, там, еще какую-то ересь, снегирей отстреливаем. Ну, это же бред. Действительно бред. В первую очередь надо собирать информацию со всех источников и начинать думать, хорошо думать, задумываться о происходящем, о том, что творится в стране, в нашей стране и в соседних державах. Все процессы. Ну и, конечно, просто стараться, не стараться, а любить Украину, свою родину. Не надо голосовать за водку. За килограмм гречки. Как Кравчук сначала издал указ, все дело производства на украинском языке. Побручали, привыкли. Все по накатанной. Проходит 4 года время выборов. Кучма поднимает вопрос. Опять. Разделяй власть. Такая грызутся. Понимаете, в чем смысл? Поднимает опять вопрос. Русскоязычные, украинскоязычные, там то. И на этом фоне, я же видел, как на участках раздавали по бутылке водки, по 100 грамм с бутербродиком, чтобы за него проголосовали. Проголосовали. И на этом все государственность закончилось. Как и в России орут, вот этот Киселев выступает. Там мы сверхдержава, ядерная, это всех радиоактивный пепел. Это кому он рассказывает? Это он рассказывает вот тому быдлу, что под забором, чтобы не спрашивала, почему мы так плохо живем. Потому что у нас вокруг ловит. Потому что этому быдлу не доходит, что живут они там уже давно. Там их нищета, деньги, яхты, дачи. Кого они? Своих детей будут бомбить? Нет. Да что добавить? Не знаю, хай они, вот если честно, вот от себя, вот смотрим новости, все, хай там на гражданке разбираются, потому что там, по-моему, страшнее, чем здесь. Это если мое мнение. Вот, так что хай там мы здесь будем, а хай люди там наводят порядок якось, потому что рано чи поздно ж вернемся. Если сейчас даже больше это будет адресоваться высшему командному составу, потому что, к сожалению, по сравнению с 2014-2015 годом мы возвращаемся обратно к так называемой украинской паперовой армии. То есть, когда на каждое действие нужна бумажка, подтверждающая бумажка, что это действие является действием, к сожалению. Так, в принципе, у нас, не только люди, которые живут там на Западной Украине, в Центральной Украине, не поняли, что у нас идет война. У
нас даже те, которые здесь живут, еще не совсем понимают. Ведут обычную мирную жизнь. Если еще в 2014 было видно, что там помогают там волонтеры, волонтерам помогают люди, то сейчас из-за того, что СМИ практически не освещается, то как таковой помощи уже даже тем же самым волонтерам нет, говоря уже вооруженным силам. В принципе, на данный момент, если сравнивать с 2014 годом, то мы, само обеспечение уже стало более централизовано. Уже меньше вещей просятся у волонтеров. У волонтеров уже начинают просить только самые-самые необходимые вещи. Это запчасти на машины, например, там, резина, которую очень сложно найти. Какие-нибудь приборы, тепловизоры, потому что, к сожалению, которые давали тепловизоры в том же самом 2014 году, они за 3 года, почти уже 3 года эксплуатации, они уже пришли в негодность активной эксплуатации. Вот. А такие вещи уже как форма, оснащение, те же самые бронежилеты, каски, которые были актуальны в 2014, они уже утратили свою актуальность. Настоящий воин. Ну, значит, он должен воевать, свою родину защищать. Родился в Луганске. 2,5 года он прожил. Мать его так. Но, пацаны, это наша земля. Пока мы ее не сделаем, пока мы не добьемся до своих границ, мы никто. Всего лишь навсего. Но я поняла, все-таки огромная есть разница. Вот на гражданке, не такое вот отношение вот между коллегами даже. Отношение вот я женщина к женщине, не такое там вот совсем как здесь. Здесь вот они действительно как вот братья, они друг другу помогают, они прощают многое друг другу. Они, как сказать, вот действительно братья, где-то вот видятся, или встречаются на дембеле, или, допустим, кто-то в отпуск уезжает, приезжает. Это как вот действительно вот семья. Так что, вот на гражданке такого нет. Как абсолютно. Вот я вот поняла, что такое. Вот иногда, где-то, на автовокзале или в городе, ты вот, по гражданке одет, ты вот смотришь, как вот военные встречаются, они радуются, они прям обнимаются, они, вот радость. Я как-то не понимала этого раньше. Увиделись и увиделись. А прослужив вот здесь, около года, я вот понимаю, как это, вот если я кого-то встречу, допустим, в отпуске, вот со своего вот батальона, то я тоже буду так радоваться, это классно. Здесь вот совсем другая атмосфера, чем на гражданке. Хотя вроде бы есть волонтеры, поддерживают. На гражданке как бы проезжаешь как с другой планеты, там люди вообще забыли, наверное, что ведут боевые действия. Я считаю, одна из причин, потому что не особо и хотят идти в армию. Привыкли все. Во-первых, надо пересмотреть законы. Вот. Потому что по законам получается, с 20 лет ты идешь в армию на срочку, но с 18 лет ты имеешь право подписать контракт. 18 лет срочка, 20 лет контракт. 2 года отслужил, там выбирай. Вот, чтобы социальное становище, социальное положение военнослужащих надо поднять. Если, допустим, в Советском Союзе прапорщик получал на уровне больше, чем инженер, гривен, рублей до 300 точно получал, то сейчас работы нет, народ сунет в армию. Потому что подняли зарплаты, там дали эти кредиты, которые там можно погашать 50 на 50, если ты долго служишь. Я думаю, так, социальное положение сделать, как, допустим, в той же самой Европе. Я не говорю уже про Израиль, где в армии это служить престижно. Хороший пример. А думали ли жители гитлеровской Германии где-то так в 1937 году или в 1938, что в 1945 году уже иссякнет Германия, в каждом городе будут бои. А думали ли советские жители, когда советские войска в Финляндию вторгались, что полстраны будет разрушено?
Почему такой культ Второй мировой у нас в стране? Потому что война прошлась с 41 по 44 год, это на территории Советского Союза, от западной границы до Сталинграда, то есть это такая территория. Поэтому люди, и у них и такие представления. Я думаю, если бы российские войска прошлись от Донбасса до Днепра и назад, то совсем другое было бы мнение у людей. Потому что у нас такой менталитет, если это не касается лично кого-то, там, член семьи, родственники, друзья, знакомые, то тогда это не мое. Вот если бы у каждого хотя бы раненый был в семье или убитый, вот как это в основном от Великой Отечественной было, то совсем другое было бы восприятие этой войны в Украине. Вступать в ряды для многих просто либо семья, либо работа, то есть все равно стоит какой-то предел, как бы там ни было. Помогать, ну мы сейчас, если так можно сравнить с той стороной и с нашей, мы отставшие, не знаю, лет на 20. Что по вооружению, по снаряжению, это ВСУ, по крайней мере. Не знаю, как Нацгвардия, там трошки получше, но опять там свои тараканы, как говорится. Помогать без волонтеров нам всем кранты. Люди помогают и сейчас. Рисунки, это вообще детские, это не передашь словами. Когда ты увидишь, это как энерджайзер для тебя вливается. За такое я готов уйти нахрен, неважно куда, и если это поможет, и здесь и останемся все. То есть помощь оттуда идет, с тыла именно, детская. Люди помогают, даже продукты питания, тот же сахар, тот же печенье. Вроде бы мелочь, но с другой стороны для нас это все. Это очень хорошая помощь. Ну, для того, чтобы как-то стимулировать на пополнение ряды Збройных сил Украины, я думаю, что нужна все-таки не позиционная война, а нужна все-таки война более активная, чтобы люди видели, что мы не стоим на месте, не проедаем ресурсы, которые с таким трудом собираются на эту войну, а идем, активно воюем и идем вперед. Вот первое, что нужно для привлечения. Даже взять тех же демобилизованных бойцов. У нас было несколько волн мобилизации, и бойцов демобилизовали. Очень многие бойцы, которые реально хорошо воевали, хорошо себя проявили, они колеблются из-за того, что они не хотят сидеть в обороне. Нет активных действий. Самое первое, я считаю, это нужны активные боевые действия по освобождению захваченных территорий наших. Просто все ребята, ну, грубо говоря, морозятся, не хотят идти. Если бы мы пошли все, кто может, то есть, ну, он должен, это наша страна, это наша Украина. Это, ну, мы в ней живем. Все должны просто, для меня, как получается, говорю, все молодые, которые могут, все должны идти просто на эту. Это война, это никакой не АТО, просто никакое. Все должны просто пойти. И тогда это быстрее прекратит. Они увидят наши силы. То есть все, что мы можем. И так 43-й батальон многие, говорю, боятся. Даже сепары, когда мы заезжаем, мы не знаем, кто приезжает. Это, говорю, как нас даже, говорю, в прошлом году снимали, то есть сепары, снимали видео и говорили, там, говорю, стоят, скорее всего, говорю, киборги, а стоял 43-й батальон. То есть, говорю, мы давали хорошо, так что они нас просто боялись. Говорю. А ребятам просто, говорю, чтобы они просто шли, не боялись. Говорю. Здесь ничего страшного нет. Говорю. Мы идем за свою страну. Как можно сидеть дома? Я просто не понимаю. Говорю. В стране война, а они просто сидят дома. Пропозиции. Могу сказать пропозиции. Лучше пускай дадут нам нормально служить. И дадут нам команды нормальные. Что мы можем команду сделать фас и можем команду сделать отставить. Ну, отставить тут нет. Тут наоборот надо делать команду фас. То есть чистить их и до самого Ростова. Чтоб их не было здесь. И зачем мне эти россияне тут и умничать? Что мы тут это самое. Нас тут любят. Вот честно. Вот у нас тут пенсионеры уважают, здороваются. Просто они уже видят, что они уже и строятся тут. Все такое делают. Потому что мы тут пришли. Мы держим свою оборону и не даем агрессорам, которые там же, которым там что-то, я не знаю, какие-то золотые горы обещают. Честно говорю.
в людей щось помінялося в свідомості, на це треба не один рік. Не 1, не 2, не 5, не 10. Дуже багато. Треба, щоб як мінімум покоління пройшло, щоб люди почали уявляти. І поки людина особисто не торкнулася ця війна, вона не зрозуміє, що то є насправді. Поки батько, син, дитина, знайомий не загине, як би це грубо не було сказано, або не отримає якусь травму, поранення, люди просто не зрозуміють того. Побувавши там вперше під обстрілом, вдруге, я зрозуміла, що треба, мабуть, всіх людей, аби щось помінялося в головах, отако посадити під обстріл і щоб в них щось помінялося, тому що після цього кардинально міняється мислення, все міняється абсолютно. Ну, які. Пускай менше слухають телевізор. Тобто, а людей, які реально тут були, які бачили, які знають. І поменше там русских каналів, там всякої той байди, тому що вони реально прочищають тупо мозг, вот так вот, на ровному місці робиться все. І робиться, між прочим, професіонально, у них це настроєно на раз-два. Просто менше пускай слухають телевізор, вот эти все новости, там радио, вот эти все, и все. Пускай своими глазами смотрят, все как оно есть. Ну, у каждого есть свои мысли, у каждого есть свой выбор. Ну, кто хочет, тот идет, кто не хочет, не идет. Тут не надо никого заставлять. И не надо набирать, кого попало. Потому что если ты набираешь, кого попало, потом уже не с кем служить. Так что нужно задумываться и вышестоящему начальству смотреть, кого выбирают. Просто вот так, несмотря кого ты выбираешь, и потом уже по последствиям, сколько я уже знаю, лучше, прежде чем выбрать военнослужащего, надо просмотреть его данную характеристику, живая или не живая. Хороших бойцов надо набрать для обороны и охороны. Ну, большинство цього не розуміє. Навіть не знаю, що сказати. Будь самим собою, як кажуть, і не вірить тому, що там говорять. І не вірить там, не пропаганді ось там. Пропаганда теж працює, я согласен, що вона і на наших працює вона. Так що всі багато хто вірить в це. Ну, просто будь самим собою і вірить, як говориться. Будь душою українцем. Да ну, что сказать. Я не знаю, как по мне, так хочешь воевать, это лично твое. Вот есть люди, которые не могут идти воевать, боятся. Ну не можешь, помоги чем-то другим, чем ты сможешь. Главное, что ты внесешь свою лепту в одно дело, которое все делаем вместе. Понимаешь, не обязательно, что ты трус и иди воюй обязательно, бери автомат, иди там стреляй. Не можешь, ну боишься ты, не получается у тебя. Оставайся дома, зарабатывай деньги, там помоги чем-то. Пускай там даже десятку там какой-то там каких-то батареек ты отправишь, аккумуляторы какие-то купишь на 200 гривен, но ты уже помог. Ты уже помог. Ну, в первую очередь, что, ну, кто еще не служил, кто не пришел сюда, нужно понять, что у нас все-таки на самом деле идет война. Нужно помочь и не сидеть и не ждать, что будет дальше. Помогать, приходить с нами воевать. И будет все намного лучше. Будет это быстрее война закончится. Если все будут не сидеть, смотреть телевизоры, там, например, и думать, а может оно все закончится. Надо действовать. Ну, это понятно, это есть определенные цели, определенные задачи, которые надо выполнить. Надо отстоять, защитить, там, не упасть духом, не упасть лицом. То есть знать, что за тобой твои близкие, которые тебя не пойдут, потому что у меня там семья, брат, дети. Я знаю, что я за них мама, близкие, родственники. Так что я знаю, что их, то есть они здесь не нужны. Но кто-то все равно нужен, чтобы защитить как бы их и свою родину. Я скажу проще. Наша нація всю жизнь під ким-то ходила. Ну, треба просипатися і восстанавливатися як нація.
Пацан, что скажу? Надо сознательно идти, а не просто так, как многие приходят денег заработать. И я считаю, что когда взрослый человек уже осознанный пришел, то, допустим, у меня 3 детей, жена дома ждет, и они меня ждут дома, но я все равно выбор сделал такой, переживают. Маму, брат, все родственники переживают. Этот человек должен осознанно сделать выбор, понять, что он хочет в этой жизни. Тогда прийти сюда. И все, это единственный выход. А не просто так, как многие считают, что большие деньги. За большие деньги, которые тут получаем, здоровье никто не вернет. И семьи, Просто, что тут как бы война идет, а не то, что там как какой-то конфликт местный просто. То есть, и чтобы осознавали, что в стране действительно война, и в это время, то есть, надо объединяться, а не как еще там разные политические силы, каждый старается на себя что-то вытянуть и выиграть за счет этого же конфликта, там, попиариться тоже многие на этом хотят. То есть, надо делом заниматься. Нет, стоит идти, потому что это необходимость, потому что если мы не будем здесь воевать, значит они придут в наш дом, они захватят нашу страну. Поэтому мы просто вынуждены этим заниматься. Это, как бы для некоторых очень тяжело, для некоторых не очень тяжелая служба. По-разному воспринимается. Некоторые ломаются психологически, некоторые выдерживают. Я считаю, что сомневаться не нужно, потому что даже если кто-то там не уважает само государство, все молодые пожилые люди, они живут на этой земле, они ходят по ней, они оттуда берут то, что сеют, то, что там садят, поэтому эту землю нужно как-то защищать по-любому. Вот мое мнение такое. Кто бы ни пришел, это пришли русские, или это наемники, или это турки придут, все равно эта земля наша, это наша Украина, поэтому сомневаться в этом не нужно, нужно ехать в учебку, учиться, идти, помогать. Ребята, чтобы сюда идти, надо понимать, что ты идешь действительно на войну. Ты должен, может быть, убить кого-то, тебя могут убить. Ты реально понимать, это гейм-овер тут нет. Второй жизни не будет. Поэтому, прежде чем идти, подумайте хорошо. Если решили, значит идите. Если чувствуете силу воли в себе. Что я могу сказать для народа Украины, это держать свои позиции и никогда не уйти с них. У нас Украина свободная страна. Такую держать, но не пустить до управления вот эту сепарскую орду. Мы их били тут и будем бить. Даже когда я уволюсь, я и тогда не успокоюсь, я займусь волонтерством, я займусь ездить буду по позициях, я их так буду голыми руками давить, если честно сказать. Ну що обратитися, хлопці, не бойтесь, захищайте Україну і вертайтеся додому живими. І буде слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Помощь армии людей так помогает, а обращение это надо к нашему правительству, к нашему президенту. Обращение, чтобы они заканчивали свою войну. Это не война. Пускай они заканчивают, и все будет. Пусть приходят и сами все увидят. Не боятся. Смерть не страшна. Страшно ожидание смерти. Вот и все, что я могу им сказать. Пусть приходят. як матері слова, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, ще свічка не згаса, до віку буде ще горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі
очі чекають тебе, сива в розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Вік вже промайнув, прийшла нова весна, та спокою в душі не було і ще нема. Батько змучений, сам тарує шлях, по ньому мав іти, і син його, та його вже нема. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива в розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов вдалечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Ах ти сука! По фронту, сука! Ну и напоследочек. Мы где сейчас? Для архива. Правый, скажи. А ми на морі, не шукай мене. 70 метров до сепаратистов. Да. Кикимора там дальше. Пусть мне иногда скучно, мне не хватает, вот в моей профессии какого-то движения не хватает, тех же капельниц, там перевязок, вот какую-то помощь оказывать. Мне не хватает этого, да, я уже вот соскучилась за этим, но лучше я буду сидеть, как говорится, просто сидеть. Ну, мои пацаны будут живы, здоровы, как и с ними все будет хорошо. Давайте, гасло наше! Путин! Уйла! Красавчики. Мария, как успехи, покажи. Сейчас у мене все получится, отчепись. О. Добавить хочу свою любимую девушку, поздравить. Она сама из Днепропетровской области. Люда. Люда, я тебя люблю очень и скоро буду дома. Хуяни, таким камурою, блядь. Ти ж мене з велосипеда камурою. Є? О, давай. Співачка, Ёпты. По крайней мере, хотілося б, щоб Донецьк вернувся в состав України, просто із-за того, що в мене там багато рідні. Та за техніки це болюча тема. От ті техніка, що ще з початку війни колгоспи, які заводи люди подавали, оце, на жаль, воно у нас зараз є. Ці вбиті, це їм вже не вчорашній, позавчорашній день. Максимиці, це воно йти, да, але ж це позавчорашній день 64 кілограма, ти з ним не побігаєш стаціонарно. Новітньо треба все. В шах йти із ворогом. Вони, на жаль, озброєні. Тільки вони сильні, але ми сильніші.